Добрый день, мои дорогие зрители! С вами снова Наталья, и сегодня мы с вами приготовим вкусный пирог на скорую руку, называется заливной с капустой. Энергетическая ценность нашего пирога на 100 грамм составляет всего лишь 102 килокалории. Поставьте ролик на паузу для того, чтобы переписать себе пропорции и ингредиенты. Для приготовления такого вкусного пирога нам понадобится 850 грамм свежей капусты, одна крупная луковица по весу 250 грамм, однопроцентный кефир 500 миллилитров, пшеничная мука 300 грамм либо 1,5 стакана. Еще нам понадобится 4 яйца, яйца и кефир должны быть комнатной температуры, соль 1 чайная ложка, половина чайной ложки фруктозы. Вообще это тесто универсальное для всех начинок. Еще нам понадобится чайная ложка пищевой соды, 1 столовая ложка растительного масла для того, чтобы мы могли обжарить начинку. И совсем маленький кусочек сливочного масла для того, чтобы смазать противень. Приправы добавляйте на свое усмотрение. Я добавляла черный перец и приправу для капусты. Сначала приготовим начинку. Для этого нам надо почистить лук. Нарезаем лук кубиками. Ставим сковородку на огонь и смазываем ее растительным маслом. Теперь нам необходимо переложить лук в сковородку. Обжариваем его до золотистого цвета. Пока наш лук обжаривается, нам надо порезать капусту в произвольной форме. Я порезала кубиками. Перекладываем капусту в поджаренный лук, посыпаем специями, солим, накрываем крышкой и тушим минут 10-15. Нам необходимо дождаться, пока из капусты выпарится весь сок. Пока начинка остывает, нам надо подготовить тесто. Для этого мы разбиваем 4 яйца. В емкость от блендера заливаем кефир, добавляем яйца. Также нам необходимо добавить соль. Тщательно взбиваем кефир с яйцами. Следующим шагом это мы берем 1,5 стакана муки. В муку добавляем чайную ложку соды. Просеиваем муку несколько раз. Чем больше просеиваем, тем пышнее пирог у нас получится. Добавляем муку в наш кефир и еще раз взбиваем блендером. Тесто должно получиться по густоте, как сметана. Включите духовку на 250 градусов и заранее ее прогрейте. Тем временем берем небольшой кусочек сливочного масла, смазываем маслом противень для того, чтобы наш пирог не пригорел. На противень выкладываем остывшую начинку из капусты. Равномерно распределяем тесто поверх нашей начинки. Ставим пирог в духовку на 25 минут. Проверить готовность пирога мы можем при помощи ножа либо зубочистки. Зубочисткой протыкаем пирог, на ней не должно оставаться тесто. Посмотрите, как у нас пирог поднялся и какая вкуснотища у нас с вами получилась. Ждем, когда пирог немного остынет, и разрезаем его на порции. Хочу пожелать вам приятного аппетита. Дорогие зрители, оставляйте свои рецепты пирогов в комментариях, с удовольствием их посмотрю. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока!